Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать. В этом видео мы с вами свяжем вот такую классную объемную кедровую шишку. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Для вязания нам понадобится коричневый цвет, ну любой цвет, какой вы хотите, да, чтобы был цвет шишки, может быть вы захотите белый. Крючок по размеру, у меня пряжа джинс, крючок 3,5 мм и любой наполнитель, чтобы мы наполнили шишечку, да, чтобы она была у нас объемная. Итак, берем основной цвет и делаем скользящую петлю. Делаем скользящую петлю. Кто не умеет делать скользящую петлю, обязательно посмотрите, есть отдельный видеоурок у меня на канале. В эту скользящую петлю нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И скользящую петлю затягиваем. Затянули, соединительный столбик в первую петельку. Вот так. Еще раз подтянем. Далее вяжем 1 воздушная петля, 1 воздушная петля. Далее в каждую петлю мы должны провязать по 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую 1 и 2. То есть из 6 столбиков предыдущего ряда мы получим 12. Провязываем по кругу 12 столбиков без накида. Я провязала 12 столбиков без накида, воздушную петлю, соединительный столбик. Вот так мы провязали уже 2 ряда. 1 воздушная петля подъема. Далее прибавки делаем через 1 петлю. То есть первый столбик мы провязываем просто так, первую петлю, столбик без накида. А во вторую петлю делаем прибавочку 2 столбика без накида. Опять просто столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида. То есть чередуем. И у вас получится 18 столбиков без накида. Провязываем по кругу 3-й ряд. Я провязала 18 столбиков. Также в петелечку подъема соединительный столбик. Вот так 3-й ряд у нас провязан. Опять 1 воздушная петля. Теперь прибавку делаем через 2 петли. То есть 2 столбика в 2 петли. 2 столбика без накида. А в 3-ю петлю делаем прибавку 2 столбика без накида. Опять столбик без накида. В следующую петлю столбик без накида. А в 3-ю 2 столбика без накида. Провязываем так до конца ряда. У вас должно получиться 24 столбика без накида. Я провязала 24 столбика без накида. Также делаю соединительный столбик, петельку подъема. Смотрите, мы заложили основание. Далее нам нужно провязать 8 рядов столбиками без накида, без прибавок. Просто по кругу вяжем 8 рядов по спирали, то есть каждую петлю. Но вязание будем делать далее не в полную петлю, а за заднюю полупетлю. Вот так, за заднюю стеночку. Вводим крючок и провязываем столбик. Так, минутку. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. По кругу 8 рядов нужно провязать столбиками без накида. Хотите, поставьте здесь фиксатор, или, например, можно вот так вот взять и протянуть вот этот кончик, если он у вас такой же длинный, как у меня, вот так вот его вытянуть, и это будет у вас начало ряда. И как бы обозначение, да, или вот смотрите, когда вы начали вязать за заднюю стенку, у вас сразу вот такая вот полупетля здесь образовалась. Это тоже является началом ряда. По спирали вяжем 8 рядов столбиками без накида за заднюю полупетлю. Провязываем. Я провязала 8 рядов. Вот такая деталь у меня получилась. Смотрите, у вас должно получиться точно так же. Далее нам нужно начать убавление. Убавление мы начнем со следующего ряда, и пусть он будет у нас первый для рядов убавления. Да? То есть в первом ряду и далее во всех нечетных рядах мы будем убавлять, а в четных провязывать без прибавлений и без убавлений. Да? Вот сейчас смотрите, в первую петлю я делаю убавку, то есть также за заднюю петлю ввожу крючок в первую петлю и во вторую. У меня образовалось 3 петли на крючке и протягиваю через 3. Таким образом из 2 петель мы сделали одну.
первая убавка. Дальше 7 столбиков без накида, без убавлений. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 провязала и делаю опять убавку. Ввожу крючок, вытягиваю ниточку и в следующую также. Так как у нас 24 петли в ряду, да, получается 24, 7 без убавок и 8 убавляем, значит 3 примерно убавления мы должны получить. Опять 7 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков и убавка. 1 и 2. Так, провязываем до конца ряда. Видно, где убавка. Вот она, смотрите, вот оно сужение, да? Так, сейчас вот оно убавочка. Как раз провязываем оставшиеся столбики. 2, 3, 4, 5. Так, и следующий еще один 6. 6 столбиков получилось, потому что по 2 мы уже убавили. Даже 3 мы уже убавили, да, поэтому 7 здесь не получилось, уже убавили петельки. Дальше, следующий ряд. Смотрите, вы можете эту ниточку, например, вот ее вытащить отсюда. Где она у нас? Вот она, да? Ее можно вытащить и протянуть вот сюда. Или вы можете, например, какой-то другой контрастной нитью также взять и протянуть, чтобы видеть, где у вас начало ряда. Если у вас кончик длинный, можно вот так протянуть. Если нет, можно фиксатор поставить, чтобы вы фиксировали начало ряда. Или считайте, у вас было 24 петли в ряду, 3 мы убавили, то есть 21 петля осталась. Далее провязываем следующий ряд за заднюю стенку без убавлений. Провязываем полностью ряд. 21 петля должна быть. Я провязала второй ряд убавлений, дошла опять до начала ряда и в третьем ряду сразу делаем убавку. И дальше уже, если в первом ряду мы вязали 7 столбиков, теперь уже 6. 6 столбиков и убавка. И таким образом, то есть в четвертом ряду мы без убавок провязываем, в пятом опять будет убавка уже через 5 петель. Дальше опять без убавок. И так продолжаем, пока у вас не останется маленький кончик. Так, получается убавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 7 и 8 мы убавляем. И убавка. И так провязываем, пока у вас не останется узкий кончик. Но смотрите, во время убавления у вас будет сужаться отверстие, нужно набить нашу шишку, то есть наполнить. Я провязала несколько рядов убавления, вот такая основа у нас получается. Сейчас хочу набить. Вот у меня 12 петелечек осталось, немножечко нужно набить. Крючком это не очень удобно делать, я вот беру карандашик. И вот так сейчас будем набивать шишку. Не очень туго это делаем, так чтобы она прям уж не сильно набита. Вот так пальцем еще пока позволяет отверстие просунуть пальчик и плотненько набиваем. Распределяем аккуратненько наполнитель. Так, петелечку вытаскиваем. Вот я думаю, такого вот наполнения вполне достаточно. Видите, она как бы восстанавливается шишкой, нажимаю.
Я здесь сделала немножко поплотнее, потому что сейчас у нас убавки еще дальше пойдут, и потом я просто нажму, и вот как бы вот этот вот синтепон, да, этот наполнитель, он немножко поднимется. Поэтому сюда немножечко, прям чуточку поплотнее нужно набить. И продолжаем убавление, пока у вас не останется 6-5 петелечек. Вот такая основа для шишки у меня получилась. Осталось 6 петелечек. Я сейчас ниточку обрежу и верхушку просто стяну. То есть не буду дальше заострять этот конус, он ни к чему. Просто вы можете иголочкой или вот так вот крючком продеть в одну петлю, в следующую, и как бы это все дело затянуть. Поэтому не обязательно делать острый конус, нам для шишки он абсолютно не нужен. Так, сейчас последнюю петелечку, еще одну сделаю, как раз по кругу, получается, я проложила, и вот так вот затягиваем. Вот видите, и основание затянулось, все отличненько. И можно вот так подавить немножечко синтепон, чтобы у нас наполнитель распределился, и будет все аккуратненько. Вот такая основа. Давайте теперь обвязывать, делать наши чешуйки для шишки. Все ниточки я заправила. Смотрите, какая классная основа получилась. Уже как шишка, тоже красиво смотрится. Но давайте сделаем чешуйки. Чешуйки я буду вязать сверху вниз. Мы находим начало вязания. Вот смотрите, где мы начали с вами формировать, да, за заднюю стенку. После того, как мы сделали круг, мы начали за заднюю стенку вязать основу нашей шишки. Вот она, первая полупетля. В нее вдеваем крючок и прикрепляем нашу ниточку. Просто протягиваем. Вот так. Делаем одну воздушную петлю. Я делаю двойной нитью, дабы ниточку как бы закрепить. Все, и кончик подтягиваю. И один, и второй. Смотрите, это мы закрепили нить. Делаем одну воздушную петлю. Далее пропускаем 2 петли, то есть 1, 2, в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. В эту же петлю 2 столбика с 2 накидами. 1, 2 столбика с 2 накидами и опять 3 столбика с одним накидом в эту же петлю. То есть завершаем, да, чешуйку. 2 и 3. 3 столбика с накидом. Вот она, одна чешуя у нас готова. Теперь нам нужно ее закрепить. Закрепляем, пропускаем также 2 петли, 1, 2, в третью соединительный столбик. Столбик без накида. Присоединяем. В следующую петлю, чтобы отступить между чешуек, мы провяжем еще один столбик без накида. 1 воздушная петля. Далее накид, 2 петли пропускаем в третью. Так, неправильно немножко. Провязали 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 петельки пропускаем, 1, 2, а в третью вяжем столбик без накида. И присоединяем, получается, чешую к основанию. Далее также 1 воздушная петля, 2 петли пропускаем, так, 1, 2, а в третью вяжем еще одну чешуйку, то есть накид, 3 столбика с накидом, 2, 3, 2 столбика с 2 накидами в эту же петлю, 1, 2 и 3 столбика с накидом в эту же петлю. 1, 2, 3. 1 воздушная петля, 2 петли пропускаем, 1, 2, а в третью столбик без накида, чтобы нам присоединить
нашу чешуйку к основанию. Вот смотрите, 2 чешуи у нас уже готовы. И так провязываем по кругу, то есть до этой чешуи. Дальше расскажу, как действовать в следующем ряду. Я завершаю первый ряд чешуек и перехожу плавно на второй ряд. Да? То есть смотрите, я сделала чешуйку, теперь 1, 2 и в третью петлю почти вот в основании, да, можно даже, если хотите, соединить, если вам не нравится, что вот тут вот торчит. Ну, я не буду этого делать, провязываю столбик без накида. Смотрите, чтобы у нас чешуйки дальше шли в шахматном порядке, начало следующей чешуи должно быть по центру предыдущей, чтобы вот здесь вот чешуйка у нас расположилась, да. Поэтому, так как я сейчас здесь закончила, я соединительными столбиками перейду, получается 1, 2, 3 петли на центр этой чешуйки, чтобы начать следующую. Понятно, да? Надеюсь, я объяснила. То есть, смотрите, переходим соединительными столбиками на центр. Это 3 петли соединительными столбиками. 1. Это будет абсолютно незаметно в вязании, но зато сейчас вы заложите шахматный порядок. Вы заложите и смотрите в следующем ряду, если вдруг наше количество петель будет уменьшаться, тоже так под чешуйками нужно переходить на центр. Сейчас вот 1 воздушная петля, дальше 1, 2, 1, 2 и в третью, получается вот она в центре, да, почти в центре. Начинаем вывязывать чешуйку. И дальше движемся до конца нашего основания, закладывая чешуйки. Смотрите, если вот видите, что немножко натянуто, да, то можно еще одну петельку. Я вот сейчас поняла, что немножечко натянуто, и хочу еще одну петелечку сделать ближе. Тогда вяжем 1 воздушная петля, пропускаем 2, 1, 2, 3, а в третью, вот она прям по центру получилась, провязываем столбик без накида и дальше закладываем чешуйку и вяжем так по спирали нашу шишку, чешуйки нашей шишки до конца. Я обвязала всю основу. Смотрите, какая красивая шишечка получилась. Если у вас немножечко вот как бы вот эти вот ракушечки, чешуечки поворачиваются, вот так их выгибаем и все. Но верхушка мне даже нравится, потому что на самом деле у шишки тоже, да, вот эти верхние чешуйки немножечко торчат. Ниточку обрезаю и заправляю. Вот такая классная шишка у меня получилась. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!